Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит, а тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать! В сегодняшнем выпуске мы продолжим демонтировать обрешетку, контр-обрешетку, гидроизоляционную мембрану и будем производить заново монтаж всей крыши. До монтажа самой кровли еще много дел. Вот как подойдем к кровле, обязательно это все буду показывать. Ну и соответственно покажу демонтаж и монтаж. Демонтаж буду показывать немного, потому что ломать не строить, как говорится. А монтировать буду почаще стараться комментировать какие-то интересные моменты, вопросы. Если вас что-то интересует, обязательно пишите в комментариях свои вопросы, и в следующих выпусках я постараюсь на ваши вопросы отвечать, друзья. Ну что, друзья, на этой стороне самая большая сторона у нас, самый большой скат, но он самый простой. Уже половина обрешетки смонтирована. Вот, как вы можете видеть, уложена гидроизоляционная мембрана и контр-обрешетка. Вот, чуть позже расскажу, для чего используется вообще гидроизоляционная мембрана, какие они бывают. Вот, а сейчас продолжу монтировать контр-обрешетку, вот, и, соответственно, саму обрешетку. Мембраны, вент-зазора и всего остального поговорим чуточку позже, друзья. Друзья, кровля будет вот таким цветом. Сейчас давайте расскажу, как нужно правильно монтировать обрешетку. Обрешетка должна монтироваться вот по этим волнам, чтобы вот это вот место, как бы вот именно это, было на середине доски. Сейчас вот смотрите, берем рулеточку. Вот у нас от этой волны вот до этой 350 миллиметров. Соответственно, если доска у нас получается 100 миллиметров, то между ними у нас идет шаблончик 250 миллиметров. Но этот шаблон идет начиная со второго ряда. Первый ряд нам нужно поставить, чтобы обрешетка была вот по этим точкам, чтобы вот это расстояние 5 сантиметров свисало у нас за свес. В воздухе, грубо говоря, висела. Она не будет висеть в воздухе, она будет закреплена к обрешетке. Вот таким образом. Видите, да? Вот, кровля будет стоять вот так. Соответственно, получается, у нас смещается вот эта обрешетка, смещается вовнутрь нашего размера. И получается, что у нас от этой обрешетины, от первой обрешетины до второй уже будет не 250 миллиметров, а 200. Вот это расстояние 200 миллиметров. А уже следующие ряды пошли по шаблону через 250 миллиметров. И, соответственно, никогда не забывайте, обязательно нужно будет проверять размер. Рулеткой перепроверять, потому что доски бывают разные. Если делаете из материалов естественной влажности, там размер гуляет еще больше, чем вот сухой строганный. Вот, не забывайте перепроверяться.
Обрешетка у нас на крыше практически готова. Остались небольшие штришки. Вот, а сейчас давайте немножко расскажу про гидроизоляционную мембрану и вент-зазор. Вот эта гидроизоляционная мембрана, она выступает защитой теплоизоляции. Попросту сказать, утеплителя. Когда в зимние, в холодные, в прохладные периоды начинает температура падать, на металле, на любой другой кровле получается конденсат. И вот чтобы в утеплитель этот конденсат не попадал и в древесину, используется именно эта пленка. У них тоже есть свои разные нюансы. Вот прям умных слов рассказывать не буду, но наличие этой пленки удлиняет срок службы самой крыши. Крашеный металл, крашеная древесина, обработанная. Обработка в любом случае всегда помогает. И, соответственно, простыми словами, здесь происходит то же самое. Вот, к примеру, когда металл нагревается, остывает, на нем получаются капельки. Эта капелька воды капает на эту пленочку и потихонечку стекает. Если же она остается на этой гидроизоляции, по какой-то причине, то вот в этом месте у нас, видите, вот этот зазор вентиляционный, контр-обрешетка, она используется как вентиляционный зазор. Также делают вентилируемые фасады по такому же примерно принципу. Вот, соответственно, снизу, с нижнего свеса, со свеса кровли до конька происходит, получается, проветривание, поддув. И вот за счет этого поддува, проветривания, вся влага под кровлей, она испаряется. И ее также еще называют ветроизоляционная пленка, ветроизоляция, по-разному. Но все они несут практически один и тот же принцип. Какие-то можно использовать прямо, класть на утеплитель, какие-то нужно, чтобы был обязательно зазор. Есть мембраны, есть пленки, но прям всех тонкостей, нюансов я сейчас рассказывать не буду. Я работаю с этой пленкой, я не рекламирую, я работаю с этой пленкой, она мне нравится, она меня полностью устраивает, я ей доверяю. Я также эту мембрану монтирую у себя на бане. Вот, а так, допустим, сейчас, кто-то может сказать, что раньше делали крыши без этих мембран. Раньше и утеплитель, теплоизоляционный слой не монтировали. Вот, так что немножко у нас остается по обрешетке. Вот буквально последние штрихи. И, соответственно, приступим к кровле. А на этом я этот выпуск буду заканчивать. Хочу вам пожелать крыши над головой, всего самого наилучшего, всех благ, счастья, здоровья. И подписывайтесь на мой канал, если не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии, также ставьте дизлайки, кто хочет, без проблем. А на этом я буду заканчивать. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока.